Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами продолжаем урок. Будем делать боковинки, и также покажу, как сделать вот такие красивые складочки на боках. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. И в следующем видео мы с вами сделаем ручки. Сегодня у нас продолжение урока. В прошлом видео мы плели с вами само полотно. И вот я его разделила. 10 рядов у меня одна стенка, 5 рядов у меня низ сумки и 10 рядов другая стенка. Все я согнула, показывала как. И сейчас начинаем плести боковинку. Вот здесь у нас получается угол. 2 бусины есть, и у нас не хватает бусины здесь и вот здесь. Не хватает 2 бусин. Я взяла леску и проделала через вот эти угловые бусины. Вот сюда и вот сюда. Я уже одела, чтобы это получилось побыстрее. Иначе тут немножко неудобно все показывать. Я уже говорила, снимаю в походных условиях. И вот я беру 2 бусины недостающих. Напоминаю, что 2 у нас есть. И вот еще 2 берем. Теперь делаем петлю. Вот петля. И теперь вот эту леску вторую продеваем через вот эту петлю. Так, все продеваем. И теперь затягиваем. Вот, я затянула. Вот вы видите, у нас 1, 2, 3, 4. Тот же крестик. И перевожу крестик, перевожу узелок в одну из бусин, вот в эту. И все у меня стабильно держится. Одну леску я закину в середину сумки, чтобы не мешало. И вторую проходим через низ сумки. Вот у нас бусина. Проходим леской, все утягиваем. И здесь работаем так же, как мы делали полотно. Берем следующие 2 бусины. Как я уже говорила, сегодня урок будет немножко длиннее, но зато хочу показать, как все это делать. Здесь немножко можно запутаться, где одна бусина, где 2 бусины. Вот моя петля, я ее подвела. Хватаю другую леску, перетягиваю и затягиваю. И теперь перетягиваю узелок в середину. Вот у меня все стабильно держится. Вот вы видите. Снова беру леску, прохожу через низ. Есть. И снова беру 2 бусины. И затем подойду ко второму краю и покажу, как там делать. Там немножко по-другому. И сегодня покажу еще один вариант крепления лески, когда заканчивается. Каждый сможет выбрать для себя, как ему удобнее работать. Так, перетягиваю леску и затягиваю в середину. Я специально не останавливаю камеру, чтобы показать, как это идет, потому что некоторые думают, что сумка плетется, ну, за пару часов, так скажем. Конечно, это не так. Снова вот все у меня утянуто. Беру следующие 2 бусины. И немножко расскажу также про бусины и про леску. Если я говорю, что я использую леску 0,35 или 0,4 и бусины 10 миллиметров, то это не обязательно, что надо бежать именно такую леску, именно такие бусины покупать. На что стоит обратить внимание? Во-первых, на сами бусины, потому что леску надо подбирать соразмерно бусинам. Так, сейчас буду переходить на второй ряд, немножко с бусинами придержу и покажу, что делать дальше. Вот у нас все есть. Теперь здесь у нас получается 1, 2, 3. Нам не хватает всего лишь одной бусины. Мы берем леску нижнюю, проходим по низу, вот так. Есть. Так, зацепилась у меня. Теперь проходим вот через вот эту бусину угловую. Так.
Так, сейчас, вот оно. Прошли. И теперь нам надо добавить одну бусину. И одно замечание еще. Когда мы работаем, делаем ряд, то я работаю с левой леской, с верхней. А когда я подхожу к краю, именно крайнюю бусину, я всегда одеваю на леску, которая с краю. Потому что леска при работе затем сразу выходит в правильном направлении, так скажем. Не надо ее там куда-то где-то. И вот у меня одна бусина, делаю петлю. Вот она. И теперь уже перехватываю вот эту леску и затягиваю. Вот. Все, мы уже соединили ряд. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь нам остается просто перетянуть в середину узелок. Вот он есть. Мы уже перешли. Вот один ряд мы сделали. Теперь вот эта леска снова соединяется с боковинкой. И теперь она у нас уже стала верхней. Многие спрашивают, почему используется разное количество лески, а я все время говорю, что концы должны лески быть одинаковые. Так как она чередуется вверх и вниз, да, возможно, на одном ряду используется больше лески, на другом меньше, но так как они чередуются, вот они тут в конце концов почти одинаковые. И вот вы видите, если вдруг вот так все начинает здесь перекручиваться, значит, у меня выскочил узелок. Я возвращаюсь и снова все затягиваю. Так, где мой узелок? Я его не вижу. Вот он. Все, затянуто. И теперь продолжаю работу. Теперь эта леска верхняя. На нее набираю 2 бусины. 1, 2. И боковые, вот эти боковые ряды я все время перекручиваю 2 раза. Сейчас покажу как. Вот у меня перетянула петлю. 1 раз перетягиваю. И 2 раз. Перехватываю и затягиваю. И теперь узелок в середину. Так, вот он в середине. И вот у нас пошел следующий ряд. Следующий ряд, вот эта леска. Снова соединяем нижний ряд с этой леской и продолжаем работать. Так, не попасть. Мне немножко под углом, так как камера прямо вот здесь под руками. Немножко не видно, но я стараюсь все вам показать. Так, вот. И продолжаем работу так же, как мы работали. 2 бусины, петлю перетягиваем. Соединяем с нижней частью. Снова 2 бусины. Вот петля. Перехватываю вот эту леску, перетягиваю и затягиваю. И перетягиваю узелок. И продолжаю работу. И пока я продолжаю работу, продолжу дискуссию про леску и про бусы. Надо смотреть именно на диаметр бус и на леску, чтобы не получилось, что у вас леска толстая, а бусы маленькие, и она не будет проходить через отверстие. Или наоборот, что бусы большие, а леска тонкая, и она будет болтаться. Поэтому вот за этим тоже надо следить, чтобы сумка держала форму. Это как-то надо все учитывать. И я продолжу работу. И вот я снова подошла к краю. Теперь мне леску надо затянуть, перетянуть через боковую бусину. Вот она. Так, сейчас я перехвачу пинцетом. Вот она. Есть. И, как я уже говорила, когда работаем на ряду, берем верхнюю леску. Когда подходим к краю, берем нижнюю леску. И вот я беру одну бусину, делаю петлю, перетягиваю, чтобы у меня ничего не запуталось. И вот эту леску хватаю. Все, мы соединили. И теперь узелок в середину. И посмотрите, как все ровно и стабильно у нас получается. И продолжаем плетение. Встретимся наверху.
И сейчас покажу еще один вариант соединения лески. Вот, чтобы она у меня и так хорошо держится, но покажу. Вот, например, у меня одна леска в одну сторону торчит, другая в другую. Теперь мне надо их перенести куда-то в одно место, чтобы они соединились, оба края. И затем я сделаю узелок. Вот я перетаскиваю сюда. Так, хватаю пинцетом. Вот эту леску назад. Сюда. Узелок у меня вот здесь, в этой. Сюда. И вот сюда. И вот мои две лески встретятся вместе. Сейчас покажу, что делать дальше. Так. Вот, я схватила два края лески. Сейчас в один из углов я сделаю узелок. Вот не посередине, а именно вот к уголку тяну один узелок и второй узелок. И теперь таким же образом уношу леску вот назад. Так, не хочет проходить. Вот она. И вот этот узелок затягиваю вовнутрь. Вот он затянулся. И вот эту леску теперь, оба края лески можно спрятать, также уводя в разные стороны. Вот, видите, узелка у меня там не видно, и леска у меня завязана. И сейчас я просто ее буду уводить. Здесь можно в разные стороны, можно два раза сделать так, чтобы они встречались, и перевязать их. Хотя уже и так все хорошо держится. И вот узелка нету. Здесь можно и на вторую часть перенести, только не проходим как бы насквозь, чтобы у нас вот в этих дырочках, здесь отверстиях, не было лески. Леска идет только по ходу плетения. Вот как мы плели, так она идет. Никаких крестиков не должно быть, где их не должно быть. И сейчас теперь можно назад уводить. Здесь уже как ложится, так и вот. Перехватываю. И теперь можно подрезать. Вот, все чисто. И также поступаем со вторым краем. Теперь заправляем новую леску вот в эти бусины и продолжаем плести, как мы уже это делали. Многим, наверное, покажется, что я повторяюсь несколько раз, но именно для этого я делаю подробные уроки, чтобы все было всем понятно. И вот я нахожу, вместе соединяю концы лески, и снова у меня леска в рабочем состоянии. И продолжаем плести. Я сплела обе боковинки, и вот здесь я закончила плетение. Теперь нам надо леску перенести через бусины, чтобы она встретилась вот где-то, где удобнее. Завязать узел, снова пропустить через бусины, встретиться еще раз и завязать опять узел. И затем все подрезать. И получится вот такой вот футляр. Вот моя леска встретилась, я завязала узелки и снова увожу, как я показывала ранее. С одной стороны я сделала вот такую утяжку, боковую складочку, как на сумках делают. И сейчас покажу, как сделать вторую. Вот у меня верх сумочки, и тут 5 бусин. Вот здесь у меня середина, и утяжку буду я делать на втором ряду, вот в этих бусинах. И беру небольшой отрезок лески, и вот эти бусины одеваю. Раз, два, так, и третья. Так, третья не прошла. Сейчас. Тут очень важно именно вот эти 3 бусины, потому что именно они будут все утягивать. Так, прошла, вот. Видите, какая работа. Невозможно еще и перед камерой все это вот поймать.
Вот у меня зашла сюда леска через вот эту бусину и через вот эту. Вот концы лески. Теперь я беру одну бусину, левую, правую, кому как удобно, одеваю на леску и делаю петлю. Вот моя петля. И теперь вторую леску, вот она, 2 раза через эту петлю. 1 раз и 2 раз. И теперь утягиваем. Вот она у нас стала на место. Теперь мы середину немного продавливаем и одновременно утягиваем, чтобы вот эта бусина, она встала наравне. Вот эти уйдут внутрь, вот, и она встает вот здесь. И у нас получается 3 бусины, 2 у нас остаются внутри. Вот мы все утянем. 1, 2, 3. Надеюсь, вы все поняли. Вот таким образом. А теперь самая трудная задача в этом. Нам надо зажать и одновременно затащить узелок внутрь. Так, вот узелок внутри, зажать, вот чтобы они впритык были. Вот эти бусы прямо впритык. 1, 2, 3. Теперь мы зажали. Вот у нас края лески. Проходим через вот эти бусины. Они рядом лежащие. Думаю, не перепутайте. Мне не совсем хорошо видно. Свет, камера. Ну вот. Вот я в одну прошла и во вторую. Не выключаю камеру, чтобы вы могли понять, что куда. Вот, прошла. Еще затягиваю. По мере возможности каждый раз затягиваем. Теперь проходим через вот эту бусину, через вот эту бусину, через вот эту и снова возвращаемся сюда. Именно это место надо укрепить очень хорошо. Я в будущем покажу еще сумки, где крепится фурнитура. Поэтому именно вот это место. Вот. То же самое делаю на второй стороне. И все утягиваем. Через край возвращаемся сюда и сюда. И также сюда и сюда. Вот моя леска вот здесь, вторая здесь. Я второй леской перейду сюда. Что ж такое, не могу попасть. Вот сюда. Если я достану цветную леску, то что-то потом покажу, чтобы лучше было видно. И вот это место, это единственное место, где могут идти, где леска может идти поперек вот эти квадратики. И теперь я леску пропускаю. Вот здесь у меня она через вот эту и вот эту. И вот второй край лески, там я сделаю узелок. Вот пропускаю через вот эту среднюю, которую мы тут добавили. И через вот эту. Это которую мы утянули. Вот мои 2 лески встретились. Вот они. Вот вы видите, мы утянем, и все 3 бусины, они рядом. Теперь мы делаем узелок. 1. Утягиваем. 2. Лучше делать больше. И 3. И теперь я леску одну через вот этот край где-то спрячу, а вторую через вот этот край. Можно еще раз где-то их соединить и сделать узелок. И вот у нас получается вот такая красивая складочка. 1 и 2. Основа сумки у меня сделана. Боковинки я сделала, все утянула. И мне осталось сделать ручки. Но ручки мы с вами сделаем в следующем видео. Также подробно объясню, как их делать, как присоединить. Так как здесь у нас уже одна основная бусина будет, нам нужно будет присоединить еще 3 бусины.
но все подробно покажу, разъясню. И у меня вопрос: хотите, чтобы я сделала сумку с подкладкой или с хлястиком вот сюда наверх? Не знаю, как это правильно называется, но в любом случае у меня будет несколько вариантов сумок. Если у вас есть какие-то предложения, пишите, я буду рада и все, конечно, рассмотрю и покажу при возможности. А на сегодня все. Надеюсь, видео было понятным и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.